Салам маршала. Элир Маршал, Я благодарю тебя, Саид, за то, что ты нашел время и уделяешь его нам. Наша сегодняшняя спасибо. тема, твоя статья, она показалась мне достаточно интересной и настолько, что мне даже хочется вычитывать какие-то эпизоды, цитировать тебя. И я предлагаю разделить наш выпуск на несколько циклов. Мы, допустим, дойдем до какой-то части, и потом в следующий раз продолжим вторую часть. Согласен, согласен. Мог бы ты поделиться своим пониманием, что такое кавказоведение для начала? Именно мое понимание или научное понимание, это есть большая разница. Тогда можно. Кавказоведение, кавказоведение– это очень широкое междисциплинарное научное направление, которое охватывает целый спектр исторических дисциплин. Исторических я имею в виду не только история, политическая история, да, это этнография, это этнолингвистика, это археология, то есть очень широкая наука. И основная цель кавказоведения– это всестороннее исследование проблем социальной, исторической, культурной жизни народов Кавказа. Не государства, именно народов. Почему народов? Почему этническая составляющая? Потому что кавказоведение формировали не кавказские государства, этносы, а у истоков кавказоведения все-таки стояла Россия. Начиная с Российской империи, интерес был чисто практический. Это политика военной экспансии, политика освоения Кавказа, Северного Кавказа, Южного Кавказа. Вот для того, чтобы не только эффективно осваивать регион, управлять, необходимо было заручиться широкими знаниями культуры, самобытности, традиций, исторического опыта, фольклора этих народов. И вот не случайно русский военный историк, академик, генерал-лейтенант Николай Дубровин сказал, что ни одна область Российской империи, именно завоеванная, не имела столь обширной литературы по всем отраслям знания, какую имеет Кавказ. Это автор мог вполне прийти к такому выводу, потому что он автор шеститомного исследования истории войны и владычества русских на Кавказе. Но это было практическое направление. До советского периода, после утверждения советской власти, советская Россия использовала кавказоведение как важный инструмент формирования триады идентичности. Это классовая идентичность, в первую очередь социальная, да, это этническая, этнонациональная идентичность, абхазская идентичность, там, адыгейская идентичность, да, чеченская идентичность. И третье– это наднациональная политическая идентичность, так скажем, это вот советское самосознание. Вот и я думаю, что все-таки как научное направление, несмотря на идеологическую занятость, именно в советский период сложился. Вот исключением не является и Абхазская национальная школа кавказоведов, которая полностью сформировалась в советский период. Она была тесно связана не только с общесоветским научным трендом, она была тесно связана с грузинской школой, которая имеет очень богатый опыт с царских времен. И надо отдать должное, несмотря на то, что Абхазия маленькая республика, Абхазы маленький этнос, Абхазская научная школа кавказоведов вышла далеко за пределы узкоэтнического, узкоабхазского масштаба. Об этом подтверждают труды ваших выдающихся ученых, начиная с Георгия Алексеевича Дзидзария. Ты, Саид, упоминаешь о том, что Дизаря в достаточно сложных условиях формировал ряд научных работ и упоминаешь об одной из его книг «Махаджирство и проблемы истории Абхазии в XIX столетии». И тут же, я тебя процитирую, масштабность и значимость научных трудов историков
лучше всего измеряется с течением времени. Спустя полвека после выхода вышеуказанной книги можно с уверенностью утверждать, что данная работа остается непревзойденным как по глубине содержания, так и по масштабу и широкому кругу вопросов, рассматриваемых автором. Мог бы ты раскрыть такую личность, как Дидзария, и что ты имел в виду, когда говорил о ценности его трудов? Хорошо. Ну, на мой взгляд, Георгий Алексеевич Дзидзария– это выдающийся историк-кавказовед общесоветского масштаба XX века. И, на мой взгляд, он еще, его можно назвать вполне обоснованно патриархом Абхазской исторической школы. И мне очень было приятно посещать мемориал в селении Лыхны, который посвящен историку. Это честь, это делает честь абхазскому народу, абхазскому научному сообществу. Народ, который так уважает память о своих героях, героях не только войны, но и героях научного становления, культурного становления, заслуживает уважения. Несмотря на то, что в своем названии своего труда Дзидзария использовал термин Абхазия, да, проблемы истории Абхазии, что суживает как бы географический масштаб его труда, но в самом содержании этой большой монографии он далеко вышел за пределы территории Абхазии, потому что он использует адыгский материал, он использует чеченский материал, он использует дагестанский материал. И я, как молодой кавказовед, пришел к такому выводу, что Дзидзария это величина в науке общекавказского масштаба и заслуженно занимает выдающееся место в плеяде кавказоведов 20-го столетия. Благодарю тебя за столь обширный ответ. Также ты упоминаешь различных историковедов. Мог бы ты их тоже отметить с различных регионов Кавказа и их вклады, которые, на твой взгляд, наиболее ценными являются? Вы знаете, написать в тиши кабинета, пользуясь лаврами государственной поддержки труды, очень легко. Но когда ты преодолеваешь определенное сопротивление со стороны органов власти, со стороны различных сил, общественных сил, националистических, это заслуживает определенного уважения. Я бы хотел бы назвать наряду с Георгием Дзидзария таких выдающихся кавказоведов, которые, некоторые из них даже попали не только в опалу, но и пожертвовали своей жизнью. Это Гусейнов, имя забыл, философ, азербайджанец, который выступил против концепции того, что имам Шамиль является ставленником английских колонизаторов и турецких эмиссаров. Вот Гусейнов, он пожертвовал своей жизнью, он выступил против. Это было в период сталинизма, выступил очень активно, известный философ, и его не пощадила советская репрессивная машина. Вернее, он не из-за репрессий, а сердечный приступ его схватил, и вот таким образом ушел из жизни Гусейнов. Выдающийся. Потом выдающийся ученый Расул Магомедов в Дагестане, который никогда не изменял избранной теме. Это тема изучения историковедческого анализа полевого материала, сбора, посвященной ключевому периоду северокавказской истории, Кавказской войне. Расул Магомедов. Потом я хотел бы назвать еще одного выдающегося философа, доктора философских наук, Андарбека Дудаевича Яндарова, чеченский философ, который написал докторский труд «Суфизм и идеология народно-освободительного движения» и впервые выдвинул очень интересную версию о миротворческой миссии шейха Кунта Хаджи. Вот Яндаров не смог, к сожалению, блестящий философ, защитить свой труд ни в родной Чечено-Ингушетии, ни в РСФСР, гражданином которого он является, а вынужден был уехать в Среднюю Азию
И в Туркменистане он защитил эту диссертацию. Это тоже заслуживает уважения, отдельной благодарности. Потом я хотел бы назвать Кадзокова, кабардинский лингвист. Я в студенческие, аспирантские годы читал его труды. Блестящий труд, написанный о параллелях нахско-дагестанской, абхазо-адыгских языковых направлений. То есть, к сожалению, в нашей современности таких ученых найти, к сожалению, проблематично. Но есть, можно назвать отдельные личности. Это Самир Хатко в Адыгее, это Хаджимурат Данаго в Дагестане, это Шахрудин Гапуров в Чеченской Республике, это уважаемый мною Гурам Гумба в Абхазии, который получил недавно звание почетного академика Академии наук Чеченской Республики. Уверяю вас, это звание не каждому дается. Я по сей день, несмотря на 25-летнюю научную деятельность, не являюсь ни академиком, ни член-корреспондентом Академии наук Чеченской Республики. Саид, почему одна весомая работа ученого, кавказоведа, может играть важнейшую роль для не только одного народа, а в целом для Кавказа? Насколько важна общекавказская история, вообще кавказоведение, если смотреть ее как целостность? Вы знаете, Эсма, Традиционно, вот почему? когда свой труд писал известный Георгий Дзидзария, наверное, он больше думал об истории Абхазии, но он историю Абхазии преподнес через пространство всего Кавказа, через этническое самосознание, этнические исторические источники разных народов Северного Кавказа. Значит, он мыслил масштабно. Когда ученый, тем более историк, политолог, культуролог, он выходит за рамки своих этнографического пространства, он расширяет и научное направление. Вот колоссальное импульс дал труд Дзидзария. Благодаря фундаментальному труду целое поколение кавказоведов практически во всех республиках Северного Кавказа начали изучать тему махаджирства, тему вынужденного переселения горцев Северного Кавказа в Османскую империю. Это Кумыков и Анзор Кушхабиев в Кабардино-Балкарии. Это Светлана Кудаева и Нихат Берзедж в Адыгее. Это Кипкеева Заремов, Карачаева, Черкесии. Это Саид Эмин Бадаев в Чеченской Республике. И ваш покорный слуга, я тоже в последнее время все чаще и чаще пишу о нашей диаспоре, о причинах их исхода. Это такие историки, как Алиев и Магомед Дадаев в Дагестане. Это абхазские историки Руслан Гожба, Сослан Салакая, которые тоже затрагивали тему махаджирства, тему вынужденного исхода. То есть человек ушел из этого мира, да, давным-давно, больше 3 десятилетий, да, уже, но оставил вот такой яркий след. Сегодня целая плеяда историков занимается этой важной темой нашей общей истории. Кстати, насколько мне известно, Георгий Дзидзария очень хвалил совсем тогда еще юношу Руслана Гожбы, его труды. Он отмечал в них большую важность, видимо, видел в будущем какой-то потенциал и развитие. И все-таки Руслан Гожба, кстати, Руслан Гожба принадлежит очень своеобразной категории исследователей, которые не гоняются ни за званиями, ни за регалиями, ни за рейтингами, ни за диссертациями, а занимается честно, с большой самоотдачей своими исследователями. К ним относился, конечно, и Хасан Бакаев, ныне покойный чеченский историк, самородок, блестящий историк, о котором даже Виталий Борисович Виноградов говорил, что Бакаев – это историк от Бога. К сожалению, умер год назад в Европе, похоронили на родине, в родном селении Гихичу, его именем назвали
улицу – это народное название. То есть человек не защитил диссертацию, но очень хорошо разбирался как раз в этнологии, этнографических сюжетах, инахских, общекавказских. Вот таких людей тоже достаточно на Кавказе. И слава Богу, что есть такие бескорыстные ученые. Также у меня возникает вопрос, в чем ты видишь важность взаимодействия кавказоведов в налаживании взаимных контактов и в обмене опыта? Насколько важно для Кавказа кавказоведение? Очень важно, потому что мы сейчас живем в век информационных технологий и век доминирования социальных сетей, которые навязывают определенные клише, определенные стереотипы, которые задают определенные тренды даже в межнациональной плоскости. И это очень плохо, что люди, далекие от истории, прикрываясь там блогерами, знатоками, экспертами в кавычках, начинают рассуждать о очень тонких вопросах территориальных, этнографических, этнополитических моментов истории. Это приводит к очень негативным тенденциям, это приводит к барьерам и искусственным минам в межнациональном, межкультурном коммуникациях на Северном Кавказе. И вот в этой связи историки не должны молчать, они должны смело выходить в эфир, различные каналы. Благодаря вот вашему проекту я имею сегодня возможность обратиться не только к абхазской аудитории, но и более широкой аудитории. Мы должны уходить от таких моментов, мы должны строго соответствовать, особенно историки, неким моральным научным стандартам, критериям. Слава Богу, они разработаны, есть, значит, определенный кодекс Кавказоведа, даже надо отдать должное, в его разработке участвовали не только наши кавказские историки, да, это Шахрудин Гапуров, бывший президент Академии наук Чеченской Республики. Также в разработке участвовал Владимир Черноус, ныне покойный ростовский ученый-исследователь. Надо отдать должное, что ростовская школа занимает очень важное место в современном кавказоведении, придавая какие-то общие интегральные качества, находя. Это и мой друг со студенчества Евгений Федорович Кринько, который сейчас замдиректор Южного научного центра Российской академии наук. Вот надо ориентироваться на таких ученых, и у нас все получится. Насколько вот историческая наука в целом влияет на идеологию и на общность, на самобытность народов Кавказа? И как все-таки стремиться к его сохранению самоидентичности себя, то есть не потерять себя, но при этом развивать нашу историю общекавказскую, не мыслить только регионально, а мыслить общекавказски, как было не раз показано примерами достойных людей в период конфедерации или Горской республики, в период, когда многие люди, даже те, о которых ты упоминаешь, они понимали, то есть одни понимают историю Кавказа, а другие как-то все-таки не могут выйти за рамки вот региональности. К сожалению, это не просто беда нашего времени, это определенное невежество и интеллектуальная скудость этих ученых, которые мыслят категориями только узкоэтнического, узкоплеменного. Вот, ну, мы же понимаем, что Кавказ – это горная страна. Мы на этапе своего этногенеза были изолированы друг от друга. Мы всегда подчеркиваем определенную персоналистскую, вот, любая гора у нас имеет название и привязка к какому-то там племени, роду, фамилии, тейпу. Ну, соответственно, это и формирует вот такие узкие границы. Но интеллект нам позволяет выйти за пределы этих узких границ. Изучать надо источники не только, где упоминаются чеченцы, изучать источники, где упоминаются и черкесы, и абхазы, и абазы, и даже исчезнувшийся островок абхазо-адыгского мира Убыхи. Вот я не зря упомянул Убыхи, есть выдающийся труд известного
абхазского этнолога Шалва Денисовича Иналыпа «Убыхи». Вот, мне кажется, Шалва Денисович Иналыпа тоже имеет место как этнолог, занимает достойное место в плеяде выдающихся кавказоведов. Почему? Потому что он через свои труды, через свои статьи, публикации различных обосновал адыго-абхазскую этническую общность. Начиная со времен дольменной культуры, когда никаких этносов не было, понимаете? Дольмены, они локализуются на территории Абхазии современной, Адыгеи и Краснодарского края. И исходя из этого, Шалва Денисович пришел к выводу, что именно территория распространения дольменов является прародиной формирования абхазо-адыгской этнической общности. Это очень хороший, очень дальновидный, очень правильный научный вывод. Так лучше будет. Перейдем тогда к личности Гурама Гумба. Почему вы его отмечаете, за какие заслуги? Вы знаете, когда я получил монографию, я был в шоке. Написать один человек за десятилетия. Тема очень мало изученная вообще в наховедении, то есть в чеченской исторической научной школе. Пока эти школы, ныне современные чеченские исторические научные школы, разбирались, кто важнее, кто древнее, Гурам Джотович Гумба написал блестящую монографию о древней и средневековой истории нахов и обосновал такие, скажем, масштабы становления, формирования, локализации этого этнического массива, которые были практически неизвестны многим войнахским исследователям. Почему ему удалось? Во-первых, он выпускник армянской школы и имел доступ к древним источникам в Эчмиадзине, там, где у них там хранилище очень древних актов. Соответственно, он разбирается в языках и читает, занимался древнеармянскими, древнегрузинскими источниками. Эти большие народы с древней культурой тоже связаны с нами, с общекавказскими масштабами. И вот не случайно чеченские ученые, как Явус Ахмадов, Вахид Акаев, назвал труд Гумбы в числе немногих на сегодня обширных исторических сочинений, которые продолжают лучшие традиции кавказских и российских историков, посвящая десятилетия своей жизни изучению разнообразных этнических территорий. Так оно и есть. Вот. Надо отдать должное. Труд Гумбы сейчас занимает достойное место вообще в кавказоведении. Мне кажется, это, конечно, очень важно, когда историк, ученый обращает внимание на свой регион, изучает историю своего народа, но в целом все усиливается во множество раз, когда мы, вот как вы сегодня отмечаете заслуги абхазских ученых, когда абхазские ученые посвящают свое время изучению нахской истории и истории других этносов Кавказа. То есть, мне кажется, в этом и есть, наверное, самая главная сила единства, в некоторой степени внутренней свободы и повышению многих исторических знаний, которыми сегодня мы утеряли и не обладаем. И такой у меня, поэтому отдельно я благодарю и Гурама Гумба, и вас, и других личностей, которые значимый вклад складывают. У меня такой вопрос. Вот сегодня состояние кавказоведения сейчас, что мешает нам, вот вроде бы казалось, в период цифровизации, в период, тот период, когда мы можем путешествовать в различные регионы, арабские страны, и даже есть очень большое количество архивов в Турции, которые связаны с махаджирством и другими этапами кавказцев. Я знаю, что в Великобритании хранятся материалы о кавказцах. То есть что сегодня мешает развитию кавказоведения, работе ученых на этом пути, на твой взгляд? Я думаю, сегодня нам ничего не мешает при добром желании. Надо просто засучить рукава, открыть свои глаза
и с холодным разумом, с добрым сердцем углубиться в работу, а не сочинять разные конспирологические теории, что Россия скрывает от нас нашу историю. Россия ничего не скрывает. Вот, Южный научный центр Ростов-на-Дону ежегодно проводит форум кавказоведов в различных местах. В прошлом году, в 2024, это было Ростов-на-Дону. Позапрошлом году это было Черкесск, Карачаево-Черкесия. В этом 2025 году блестящий форум кавказоведов провели в Абхазии, в столице Абхазии, в Сухуми. Надо отдать должное. Арда Ашуба, ваш директор института, приложил немало усилий, организаторский талант его проявился. Я был горд за него, потому что Майкопская аспирантуру мы вместе с ним проходили. Поэтому вот на таких людях и держится. Вот я показываю программу одного из таких форумов кавказоведов, которые наши ростовские ученые сделали. Вот надо опираться на такие научные центры, где есть богатый потенциал, где есть богатые традиции, где есть возможности. Это Ростов-на-Дону, это Махачкала, это Сухум, это, конечно, и Грозный. В Академии наук Чеченской Республики есть отдел истории Северного Кавказа. По-моему, ни у одной академии, ни у одного научно-исследовательского института нету такого отдела. Но, к сожалению, Чеченская Республика сегодня, она восстанавливается. Легче построить здание улицы, а интеллектуальный потенциал собрать немножко сложнее. Я думаю, за Грозным есть очень серьезное будущее, как одного из центров наших общекавказских, общероссийских проектов. Саид, я благодарю еще раз тебя за время, которое ты уделил нам. Я прошу со своей стороны тебя написать список самых важных работ ученых, которые я прикреплю в комментарии, и все желающие могут потом найти эти книги в интернет-пространстве или еще где-либо и ознакомиться с ними. Вот на твой взгляд, хорошо? Хорошо, конечно, ты мне усложняешь задачу, но придется уже, если в Давай открытом сделаем так. виде. Давай я облегчу пятерку там или пятерку там. Нет, я пришлю тебе список тех трудов абхазских или общекавказских. Общекавказских, которые ты выберешь. Да. Общекавказских. Давай я больше пришлю авторов тебе. Пусть ищут Договорились. авторов. Хорошо. Надо искать тоже, надо уметь искать, находить и осваивать. Есть такая Понимаете? пословица, какая лучшая книга была, какую вы лучшую книгу прочли? Да, в моей жизни была такая книга, но она была там десятитысячная по счету, ну, грубо говоря, там, или тысячная. То есть перед этим человек прочел много-много разных работ. Я благодарю тебя. Анзор, есть Есть какие-то еще вопросы? вопросов больше нет. Возможно, я забыла спросить что-то, о чем бы ты хотела упомянуть. У нас несколько минут еще есть в эфире. 3 Вы минуты. знаете, я хотел бы, чтобы вот как раз по кавказоведам мы продолжили традиции. Есть же не только наши кавказские кавказоведы, есть прекрасные и российские кавказоведы. Это Николай Ильич Покровский, который владел арабскими источниками, читал арабские источники в оригинале по Кавказской войне. Это ростовский ученый Николай Ильич Покровский, который посвятил огромный труд изучения 18-19 века в истории Северного Кавказа. Есть также источниковед Пронштейн, тоже ростовский ученый, Черноус, вот ростовский ученый. И, конечно же, мой друг Николай Алексеевич Трапш, который принадлежал одновременно и Донской школе, и Абхазской школе. Светлая память. Вот я хочу, мы все-таки о кавказоведах побольше с вами рассказывали, раскрывали, писали, отмечали. Они как раз работают выше узконациональных рамок, они как раз служат вот такими мостами объединения кавказоведов различных национальных, региональных школ. Спасибо. Баркал. Как по-чеченски Это был прощаться? Как надо сказать? Всего доброго, как желают при прощании? Адика Юайла, Адика Юайла. Это А
Дика Атика Юайла. Вайла. Мне надо потренироваться. Юайла. Вайла. Это до встречи, Амзерс. Абзерас, Абзерас. И у нас были выдающиеся преподаватели, вот таких. Ну, тогда первый раз Георгий Алексеевич читал историю Абхазии нашему курсу. Шалова Денисович впервые читал курс этнографии нашему курсу. Михаил Мамедович Травш читал на нашем курсе, многие другие, так что нам очень посчастливилось, нам очень повезло, очень повезло. Никто иной, как вот Георгий Алексеевич Зария, вот привил нам даже любовь к книгам, которые делали вообще к человеку, а к Симон Петрович Басари.